Афра Сарычоглу, чье имя в последние месяцы все чаще мелькает в заголовках светских новостей, неожиданно сделала признание, которое заставило многих поклонников и коллег по индустрии взглянуть на ее прошлые отношения под совершенно иным углом. В интервью, которое актриса дала в неформальной обстановке близкому окружению, но которое быстро разошлось по кулуарам, она призналась: «Я была несправедлива к Мерту Языджаглу». Эти слова стали не просто эмоциональным жестом, а своеобразным признанием вины, особенно на фоне долгих слухов о сложной истории их романа, полном страсти, взаимных обид и недосказанности. История отношений Афры и Мерта началась несколько лет назад, когда оба были на пике своей популярности. Их встреча, по словам друзей, была словно сцена из романтического фильма, случайный разговор на светской вечеринке, после которого они больше не могли оторваться друг от друга. Мерт, известный своей сдержанностью и харизмой, сразу привлек Афру своей глубиной и умением слушать. Она же, полная энергии, с заразительной улыбкой, казалась ему человеком, способным вдохнуть в его жизнь новые краски. Поначалу их роман развивался стремительно: совместные поездки, тайные ужины, прогулки по набережным в поздние часы — все это стало неотъемлемой частью их повседневности. Однако за яркой картинкой скрывалось напряжение. Афра признается, что в тот период ее карьера занимала слишком много места в жизни. Съемки в сериалах, рекламные контракты, постоянное внимание прессы — все это требовало от нее полной вовлеченности. Мерт же, несмотря на собственную загруженность, ожидал, что она будет находить больше времени для их отношений. «Я была поглощена собой и своей работой», — сказала Афра в доверительном разговоре. «Мне казалось, что все еще впереди, что мы всегда успеем. Но в реальности я упускала момент за моментом». Ситуацию осложняли и слухи, которыми полнились страницы таблоидов. Им приписывали конфликты, ревность, скрытые встречи с другими людьми. Афра всегда отрицала измены, но признает, что позволяла недопониманиям копиться. Иногда она могла не отвечать на сообщения Мерта целый день, оправдываясь загруженностью, хотя на самом деле просто не хотела втягиваться в неприятный разговор. «Я думала, что у нас есть прочный фундамент, и мы сможем пережить любые кризисы. Но я недооценила, насколько важно уделять внимание эмоциям другого человека». Разрыв стал болезненным для обоих. По словам источников, близких к паре, Мерт пытался спасти отношения до последнего, писал письма, предлагал встретиться, но Афра все чаще отказывалась, находя оправдание. Ее решение уйти было для него ударом, особенно потому, что он так и не понял до конца, что стало последней куплей. Пресса в тот момент обсуждала, что Афра якобы уже смотрела в сторону других коллег по цеху, но сама она сегодня настаивает, это были пустые домыслы. «Я была несправедлива, потому что не дала ему права голоса в нашем расставании», — продолжает актриса. «Я просто поставила его перед фактом, не объяснив, что творилось у меня внутри. Мне казалось, что так будет проще для нас обоих, но на самом деле это было эгоистично». Ее слова звучат как попытка вернуть утраченное доверие, пусть и спустя годы. Интересно, что в последнее время Афра и Мерт снова начали пересекаться в общественных местах. Совместное появление на закрытой вечеринке в Стамбуле стало поводом для новых сплетен. Некоторые очевидцы утверждают, что между ними была заметна теплая, почти интимная атмосфера. Они смеялись, обменивались взглядами, словно вернулись на годы назад. Другие, напротив, уверены, что это всего лишь вежливость двух людей, которые решили оставить прошлое в прошлом. Однако источники из окружения Мерта говорят, что его чувства к Афре не угасли окончательно. Он по-прежнему ценит ее как человека и не исключает, что мог бы дать их отношениям второй шанс, но только если она сама будет готова меняться. Мерт никогда не был мстительным, рассказывает один из его друзей. Но он помнит боль, которую испытал тогда. Для него важно, чтобы в этот раз все было по-честному. Поклонники же разделились на два лагеря. Одни считают, что Афра должна сделать первый шаг, чтобы вернуть доверие. Другие уверены, что возвращаться к прошлому значит повторять одни и те же ошибки. В социальных сетях активно обсуждают, стоит ли им вновь быть вместе. Одни пишут: «Вы созданы друг для друга, не упускайте шанс». Другие: «Он заслуживает лучшего, чем та, что однажды его оставила».
Сама Афра, судя по ее последним заявлениям, готова к честному разговору. Она говорит, что хочет встретиться с Мёртом и, наконец, объяснить все, что так долго скрывала. «Я больше не хочу носить этот груз вины. Возможно, мы никогда не будем вместе, но я хочу, чтобы он знал правду». Если эта встреча действительно состоится, она может стать одной из самых обсуждаемых в турецком шоу-бизнесе за последние годы. Ведь за громкими фразами и эмоциональными признаниями скрывается настоящая история о любви, амбициях и человеческих ошибках, которую до конца понимают только двое — Афра Сарычоглу и Мерт Yazıcıoğlu. И, как всегда, поклонники затаили дыхание, ожидая, к чему приведет этот новый виток старой, но такой захватывающей истории. Не исключено, что впереди нас ждет продолжение, которое окажется куда драматичнее, чем все, что мы видели раньше.